Разгром авиации США. Кто помогает иранскому режиму уничтожать американские ВВС? Черная неделя для оккупантов. Потеря ценной техники и генералов. Китай обвиняет союзника. Большая проблема пришла из России. Мощный удар по старому диктатору. Кто заставил замолчать его пропаганду? Оплеуха от давнего клиента. Крупная страна отказывается от услуг Москвы. Кремлю объявили войну, в России появилось многомиллионное сопротивление. Один из влиятельнейших граждан страны опубликовал манифест. Мобилизация женщин в Украине? Руководству армии пришлось отвечать на неприятный вопрос. Промышленность страны-агрессора останавливается. Российские гиганты идут наперекор курсу Кремля. Об этих и других событиях к вечеру субботы, 4 апреля. Коротко о главном. Новости Нехта. Факты, скорость и ясность. Иран впервые сбил американский истребитель с 2 пилотами на борту. Режимные СМИ заявляло, что достать удалось современнейший F-35, но речь идет о F-15. На поиск пилотов отправили вертолеты Black Hawk, но во время операции один из них был поврежден огнем и покинул зону, дымясь. Об этом сообщила журналистка канала Newsmax. NBC, в свою очередь, сообщил, что под удар могли попасть сразу 2 вертолета. И это еще не все. По сообщениям ряда американских СМИ, в регионе мог разбиться еще один самолет – штурмовик А-10 Thunderbolt. Пока с уверенностью можно говорить о потере F-15, но и это серьезный сигнал. Об этом написал американский аналитик и публицист Гордон Чанг. Если бы у Ирана были пассивные радары с самого начала войны, он смог бы сбить гораздо больше американских самолетов. Тот факт, что Иран сбил только 1 самолет, позволяет предположить, что Китай или Россия недавно поставили эти радары. Дональд Трамп заявил, что удары по американской авиации не повлияют на диалог с Ираном. Об этом президент США рассказал в интервью NBC. Хозяин Белого дома отмахнулся фактически одной фразой: «Мы на войне». Но проблема в том, что переговоры, похоже, в тупике. Стороны уже даже не встречаются. Об этом пишет Wall Street Journal. Тегеран отказался ехать на переговоры в Пакистан и назвал требования Вашингтона неприемлемыми. В ответ Дональд Трамп дает понять: диалог возможен, но если Иран откроет Ормузский пролив. Тем временем часики тикают. Ранее президент США дал режиму Аятолл времени до понедельника, 6 апреля. Как думаете, будет сухопутная операция? Еще одна страна стремительно теряла самолеты на этой неделе. В оккупированном Крыму разбился истребитель Су-30. Это признала Минобороны РФ. По их версии, самолет выполнял тренировочный полет без боекомплекта. Экипаж успел катапультироваться, оба пилота выжили. Таким образом, российская авиация лишилась уже 4 бортов за 3 дня. Во вторник разбился Су-34. Официальные источники об этом умолчали, но проговорились военблогеры. Место крушения и причина не были названы, но по сообщениям Z-каналов летчик погиб, штурман получил ранение. 2 апреля силы беспилотных систем ВСУ атаковали авиабазу ВС РФ, опять же на территории оккупированного полуострова. Ударными дронами был поражен патрульный самолет Ан-72, ну и самая большая потеря — ценный Ан-26, который якобы врезался в Крымскую скалу, во что не очень верят даже российские военные блогеры. Предварительная причина катастрофы – техническая неисправность. Так, вы там уже определитесь, что там: неисправность, в скалу врезался или, может быть, все-таки надводный дрон с ракетой «Земля-воздух». Правда, те, кто утонул во лжи, никогда не скажут. В этом случае погибли почти 3 десятка оккупантов, включая командира авиации Северного флота ВС РФ генерала Александра Трощенко. А ведь неделя еще не закончилась.
В западной прессе появилось сообщение о гибели еще одного важного российского генерала. По данным французской радиостанции РФИ, во время атаки на танкер теневого флота «Кендил» погиб один из руководителей ГРУ Андрей Аверьянов. Он был ключевым куратором диверсии за рубежом, но на борту судна под видом моряков находились и другие сотрудники Главного управления Генштаба РФ. Сообщается, что операцию могли провести украинские военные из Ливии. Правда, в Москве официально этого не подтверждают. Кстати, мы вам рассказывали об этом гораздо раньше французов, еще в декабре. Чем усерднее молятся руководители России, тем чернее их дела. Вместо пасхального перемирия дроны и бомбы. Захватчики снова бьют по жилым кварталам Украины. В Днепропетровской области более 20 атак за сутки. Ранены 3 человека. Среди них 5-месячный младенец и 6-летний ребенок. Тут били дронами, артиллерией и авиабомбами. Повреждены дома и инфраструктура. Параллельно удары по Сумам. Дрон влетел в 16-этажный дом, еще один в частный сектор. Пострадали 7 человек, включая ребенка. В Киеве ночью работало ПВО. В Дарницком районе вспыхнул пожар. Пекин намекает на союзника. Опасная эпидемия пришла из России. По данным Reuters, в Китае подтвердили ящур у более чем 200 голов скота. Власти заявляют, вирус проник через северо-западную границу, в том числе со стороны России. В ответ срочно усилили контроль, начали массовый забой и ускорили вакцинацию. Ранее российские власти заявляли о сильной вспышке заболевания домашнего скота в Новосибирской области, но российские чиновники называли другой возбудитель – пастереллез. В Новосибирской, Омской, Пензенской, Томской, Самарской областях, Хакасии, Калмыкии, Удмуртии и Алтайском крае были забиты около 90 тысяч голов скота. Это просто свинство, с моей точки зрения. Я уже этого натерпелся. Вешать лапшу зарубежной аудитории одному из диктаторов будет сложнее. Удар по пропаганде одного из старейших режимов нанес YouTube. Платформа удалила канал белорусского государственного агентства «Белта», а также телеканалов ОНТ и СТВ. И это только часть большой зачистки. Летом прошлого года Google сообщил, что удалил более 2000 каналов, связанных с российской пропагандой. Эти аккаунты публиковали контент не только на русском, но и на украинском, английском, французском, сербском, испанском и других языках, продвигая прокремлевские нарративы, критикуя Киев, НАТО и так далее. Дроны снова бьют вглубь страны-агрессора. Под ударом уже химия и логистика. География атак все время меняется. Этой ночью беспилотники ударили по Тольятти. По данным властей, ранен сотрудник предприятия, дрон попал в жилой дом. Под прицелом могли быть химические заводы, Тольятти Каучук и Куйбышев Азот. Параллельно атакован Таганрог. Там загорелся склад логистической компании. И это еще не все. В море, недалеко от берега, похоже, ударили по сухогрузу под иностранным флагом. Кроме того, были поражены 2 пусковые базы «Шахедов» в Брянской и Курской областях на аэродромах Навля и Халина. Об этом сообщил командующий силами беспилотных систем Украины Роберт Бровди. Также, по словам Мадьяра, уничтожена радарная станция из состава ЗРК С-400 в аннексированном Крыму и зенитно-ракетный комплекс ТОР в оккупированной части Донецкой области. И еще, цитирую, «чертова дюжина целей». Продавать ворованное будет труднее. Страна-агрессор теряет важного клиента. Владимир Зеленский добился очередного дипломатического успеха. Говорил с президентом Египта Абделем Фаттахом ас-Сиси. Господин президент сообщил, что Египет больше не будет принимать зерно, экспортируемое Россией с наших временно оккупированных территорий, и одновременно заинтересован в увеличении импорта зерна из Украины. Спасибо за это решение. Это серьезный сигнал. Египет один из крупнейших импортеров зерна в мире, и такое решение бьет по российским схемам с теневым экспортом. Параллельно стороны обсуждают расширение сотрудничества от экономики до военно-технической сферы. В Украине готовят мобилизацию женщин? На эту тему высказалось руководство ВСУ. Комментарий появился на страничке сухопутных войск в Фейсбуке.
В последние дни в украинских медиа и интернет-пространстве начали массово появляться сообщения о якобы подготовке к мобилизации женщин в войска. Данная информация является безосновательной, манипулятивной и используется врагом для подрыва мобилизационных процессов, а также дискредитации вооруженных сил Украины. В сухопутных войсках, добавляют, закон не менялся. Женщины могут идти в армию только добровольно. Обязательный учет лишь для медиков и фармацевтов. Только российский олигарх Дерипаска призвал работать по 12 часов и 6 дней в неделю, как один за одним промышленные гиганты страны делают ровно наоборот. АвтоВАЗ отправляет сотрудников в корпоративный отпуск почти на 2 недели в мае. По данным МЭШ, производство встанет практически на 3 недели. Официально все объясняют модернизацией линий под новый кроссовер «Лада Азимут» и работы по Ниве. Но есть и другая версия. Склады переполнены, спрос слабый, и пауза нужна не только для обновления оборудования. В марте весь российский рынок новых легковых машин немного оживился и вырос до 104 тысяч авто, а по итогам квартала прибавил более 7%. Но продажи «Лада» за это время просели на 17,5%. То есть рынок вроде бы оттаял, а главный народный бренд, наоборот, начал буксовать. Ирония в том, что курс на поддержку локального автопрома формально сработал, но выгоду все чаще получает не «Лада», а китайские конкуренты. Ранее о переходе на 4-дневку с июня объявил и крупнейший в стране производитель грузовиков КАМАЗ. Интересно, в чем же первопричина всех этих проблем? Есть версии. Влиятельный россиянин объявил войну Кремлю. Основатель Telegram Павел Дуров раскритиковал последние потуги Москвы. По его словам, около 65 миллионов россиян продолжают пользоваться мессенджером через VPN. Более 50 миллионов ежедневно. Попытки блокировок, как утверждает Дуров, не только не дают результата, но и привели к сбоям в банковской системе. Предприниматель де-факто заявил о возникновении массового партизанского движения. Добро пожаловать обратно в цифровое сопротивление, мои русские братья и сестры. Вся страна мобилизована для обхода этих абсурдных ограничений. Тысячи создают VPN и прокси. Мы же будем продолжать адаптироваться, делая трафик Telegram более сложным для обнаружения и блокировки. Дуров сравнил ситуацию с Ираном, где аналогичные запреты несколькими годами ранее только усилили использование VPN. Сейчас, по его словам, десятки миллионов людей обходят ограничения. Небо какой страны Европы рвут непрошенные дроны? Где готовили покушение на президента и где откровенно отказались от демократии? Будет ли в ЕС бензин по карточкам? И как всего за неделю поменялся рейтинг Путина? Об этом мы рассказывали в прошлом выпуске. Посмотрите, если еще не видели. Увидимся уже утром.